И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 24 февраля, и вашему вниманию представляется последний обзор, что происходит на фронтах украинских, которые образовались сегодня рано утром. И далее мы поговорим тоже об очень важной вещи, о которой нельзя не поговорить, потому что на самом деле информационный фронт сегодня не менее важен, чем фронт реальный. Итак, для начала, что изменилось за последние несколько часов на фронтах боевых действий. Традиционно первое внимание Южного фронта. Здесь наступление российских войск продолжается в целом очень успешно, более чем ожидалось. Как я сказал в предыдущем материале, Херсон взят. Причем забыл в прошлом обзоре сказать, очень важный момент. В районе Херсона взята вторая важнейшая переправа, автомобильный мост через Днепр. То есть теперь в руках российских войск две стратегически важные переправы через Днепр. Одна в районе Херсона, вторая в районе Новой Каховки. Также одновременно крымская группировка очень успешно наступает на восток. Уже затемно она окружила Мелитополь. Мелитополь был еще днем покинут украинскими войсками, но зачистку города отложили на завтра. Армия Мелитополь обошла и пошла дальше, навстречу Донецкому фронту. Донецкий фронт также к концу дня порадовал, потому что в районе Волновахи продвижение народной милиции ДНР составило уже более 10 километров, и стоит завтра ожидать прорыва этого фронта, тем более что с той стороны, с западной, его начнет поджимать уже группировка из Крыма. В северной части Донецкого фронта пока без больших изменений. Народная милиция ЛНР ведет жестокие бои по всему фронту в районе Северска Донца, но самая главная надежда связывается с ударом севера. Постепенно русская армия теснит заслоны, которые выставлены были против нее, и приближается к Северодонецку. Также вечером пришло сообщение о том, что стратегически важная Печенежская плотина была взорвана ВСУ. А это значит, что российские войска, скорее всего, либо уже взяли Чугуев, либо просто начали его обходить. То есть Харьковский фронт во второй половине дня тоже заметно подвинулся на юг, но засевшие в центре города остатки националистов мешают полностью реализовать стратегическое значение взятия Харькова, второй либо восточной столицы Украины. Также вечером пришло сообщение о том, что российские войска достигли окраин Корюковки и начали обходить ее с юга. А еще в районе Чернигова были взорваны стратегические переправы через Десну, чтобы помешать таким образом российским частям быстро переправиться через реку. То есть в целом здесь тактика затруднения движения российских войск в основном приобретает борьбу с мостами. То есть каждый взорванный мост требует наведения альтернативной переправы, что естественно затрудняет продвижение войск. Ну и также идут бои в северном пригороде Киева, в Гостомеле, откуда киевский режим на сегодня видит для себя главную угрозу. Почему? Потому что столица находится в полуосаде, а страна, которая по мнению, так сказать, информационных ресурсов успешно отбивает наступление, у этой страны не может быть столица в полуосаде. К этому моменту мы еще вернемся, попытаемся предсказать, что будет у нас завтра. На южном направлении войска Российской Федерации будут развивать наступление на Николаев с выходом далее на Одессу, а также наступление в сторону Кривого Рога. Очень может быть завтра высажен десант в районе Одессы, и я думаю, что Одесса может стать очень важным призом российского командования уже 25 февраля. Также уже в первой половине дня вполне может выйти российская колонна в район Запорожья, но самые важные события должны происходить в районе Донбасса. То есть народной милиции ДНР нужно кровь из носу прорывать фронт и выходить в тыл Мариуполю и навстречу крымской группировке. Таким образом будет достигнута важнейшая стратегическая задача, а киевский режим получит мощнейшее информационное поражение. А то же самое касается отрезания северодонецкой группировки ВСУ, которая может очутиться в еще одном суперкотле. Ну и в целом будет продолжение от Харькова на юг, для того, чтобы оставшиеся войска, которые сегодня расположены на Донбассе, основная часть группировки, тоже в оперативном плане была отрезана от остальной страны. Ну и на остальных направлениях левобережья российские войска будут двигаться к Днепру. Таким образом мы здесь видим основной замысел российского командования. Быстро захватить переправы в нижнем течении Днепра, выйти на правый берег, взять Одессу, таким образом отрезав Украину от моря, полностью блокировать основные части армии на Донбассе, ну и готовиться к взятию Киева, который и должен стать главным призом первых дней войны. Ну и как мы понимаем, главная задача Киева сегодня помешать исполнению данного плана. Причем, если физически помешать они ему не могут, то нужно это сделать информационно. На самом деле информационная фаза войны, она не менее важна, чем фаза реальная. Дело в том, что те так называемые отряды территориальной обороны, которые Киев спешно создавал в прошлом году, их боевой дух сильно подорван. Стремительное наступление российской армии подрывает дух так называемых героев, и они не хотят принимать участие в партизанской войне, на которую в первую очередь Киев рассчитывает.
Именно на них сегодня эти все фейки, которые вбрасываются на протяжении последних часов, и рассчитаны. Потому что если верить фейкам, то почти вся Сумская область уже обратно отбита ВСУ. Причем ребята особо не заморачиваются по поводу фейкометания. Например, был вброс по Харькову, что по Харькову замечены 4 украинских БТРа с украинскими флагами. И буквально через 2 часа ровно такой же фейк. Ничего не поменяли, только город Харьков поменяли на Сумы. Вкинули, что в Сумах по улице Кирова якобы видели 4 БТРа с украинскими флагами. Ну и естественно, украинские ополченцы отбили уже Ахтырку, и Сумы, и Конотоп, и даже Глухов, и в Шостке тоже идут уличные бои. И город держится в окружении оккупантов. Это то, что пишет, например, Нехта. Ну а историю со взятым первым российским пленным вообще раздули до маразма. Вначале рассказывали о плененной российской роте. Когда поняли, что рота это очень и очень много, сказали, что пленили целый взвод. Ну и по итогу оказалось, что в плен попал один из разведчиков после боя. Один его товарищ погиб, а второй был ранен и взят в плен. Но вначале это была рота российских войск, сдавшаяся ВСУ. Для чего я уже это сказал? Чтобы таким образом побудить территориальную оборону, которую создавали, выйти и попытаться ценой собственной жизни отдалить агонию киевского режима. Других задач при этом не ставится, потому что утро придет и все сразу станет ясно. Потому что обратите внимание, что ни один из подобных фейков не подтверждается документально. И все их распространители просят верить им на слово. Между тем, все те факты, которые я вам излагаю сегодня на протяжении всех своих видео, они все подтверждены реальными фактами. А реальные факты говорят, что украинская армия была в первый же день серьезно измотана либо разгромлена. Основная ее часть связана ополчением Донбасса и потому не может активно быть применена на других направлениях. И завтра российские войска вполне могут взять оставшиеся боеспособные украинские войска на левом берегу Днепра в полное тактическое окружение. А еще они могут взять, по сути, весь юг Украины. Вот это то, что я хотел сказать в данном обзоре. Напоминаю, что это на сегодня последний мой обзор. Ночную вахту перенимает мой товарищ Михаил Нуфриенко. Ссылку на его канал, как и в прошлом видео, я даю в текстовой строке под видео. Именно он должен сделать, ну как минимум, я думаю, 2 ночных обзора. Я же с вами планирую встретиться уже утром и сменю его на утренней вахте. Все, на этом все. До свидания. Подписывайтесь на канал. Ну и традиционно в конце каждого выпуска, обычно раньше я всегда говорил, и тем более сегодня это очень важно. Всегда всем желал, желаю и буду желать. Будьте здоровы. До свидания.